Привет! Сегодня поговорим о знакомствах и свиданиях. Это видео на русском. Включите субтитры, если они вам нужны. Итак, когда вы узнаете нового человека, вы знакомитесь. Знакомиться, познакомиться. Это возвратный глагол. Обратите внимание на его спряжение. Сегодня люди предпочитают знакомиться в интернете. А тот, кто хочет найти вторую половинку, использует приложение для знакомств. Когда вы регистрируетесь в приложении для знакомств, вы должны заполнить свой профиль, загрузить фотографию, написать информацию о себе. Сколько вам лет, где вы работаете, какое ваше хобби. Затем вы смотрите профили других людей и свайпаете. Да, это слово из английского языка. Свайпать, свайпнуть. Свайпнуть налево или влево, или свайпнуть направо, вправо. И если у вас случился матч, то есть, говоря русским языком, совпадение, вы договариваетесь о свидании. Что такое свидание? Свидание – это романтическая встреча двух людей. Но не путайте, до свидания значит формальное пока. Свидание – это романтическая встреча. Если вам кто-то понравился, вы пригласите его или ее на свидание. Приглашать, пригласить на свидание. Можно пригласить на свидание в парк, кино, ресторан. Кстати, эту тему мы обсуждали в нашем подкасте на русском «Русский блин», выпуск номер 23. Ссылка в описании. В английском языке, кстати, есть слово для человека, с которым вы идете на свидание. В русском языке такого слова нет. Теперь обсудим то, о чем люди очень часто спорят. Например, пара идет в кафе или ресторан, в конце ужина приносят счет. То, о чем часто спорят, это кто должен оплатить счет. Мы сегодня с вами говорим о полезных словах и фразах. Да? Итак, официант может спросить вас: вам разделить счет? Это значит, он принесет 2 счета, и каждый будет платить сам за себя. Платить за себя. Другая полезная фраза. Или кто-то из пары может сказать: давай разделим счет. Или давай разделим счет пополам. Значит, каждый оплатит 50%. Или кто-то может сказать: ужин на мне, ужин за мой счет. Я оплачу, не беспокойся. Все люди разные, и у всех совершенно разное мнение насчет того, кто должен платить за ужин или за обед на свидании. Чтобы дать вам больше практики аудирования и больше понимания о том, что думают русские девушки на этот счет, насчет того, кто должен платить, и вообще насчет первого свидания в целом, я попросила подруг записать аудиосообщение и рассказать об их идеальном первом свидании и о том, кто должен оплачивать счет. Приятного прослушивания! Для меня идеальное свидание — это не столько место, сколько человек, с которым я там нахожусь.
Конечно, обстановка должна быть красивой, уютной, еда вкусная. Это все мне нравится и приятно. Но главное это как мы общаемся, я думаю, как складывается наш разговор. Когда я немного вот так волнуюсь, между нами есть коннект, легко приятно говорить на всякие разные темы. Вот это для меня есть настоящее идеальное свидание. Что касается оплаты, то для меня это не принципиально, и я по умолчанию готова разделить счет. Считаю, что это абсолютно нормальная практика. Но если уж мужчина решит заплатить за двоих, проявит инициативу, то, конечно, я не буду против, и мне будет даже приятно. Для меня идеальное первое свидание ассоциируется с весной. Когда ты идешь в платье на свидание, вы гуляете по парку, заходите в кафе за чашечкой кофе, обсуждаете свою жизнь, узнаете друг друга. Очень романтично. Для меня идеальное свидание может происходить в разных местах. Часто это зависит от сезонности. Например, в зимнее, более холодное время я предпочитаю ресторан, либо небольшой уютный бар, не шумный, городское кафе. Так как большую часть своей жизни из-за работы я провожу в этих местах, мне там совершенно комфортно, спокойно, понятно, я могу расслабиться. А если это летнее время, то свидание может происходить в парке, на природе, на улице, на пляже, но здесь важно учитывать, что если вы познакомились с человеком совсем недавно или в интернете и еще никогда не встречались, то лучше задуматься о своей безопасности. Это очень важно в современном мире, поэтому здесь лучше выбирать места более людные, где вы также чувствуете комфорт, безопасность. Что касается оплаты на свидании, наверное, здесь все зависит от культурных особенностей, но именно в России с детства меня воспитывали так, что на свидание платит парень. И для меня это норма. То есть если даже я приглашаю человека на свидание, но это первый раз, то зачастую, конечно, всегда платит парень. Это не говорит о том, что не могу заплатить за себя сама, это просто такие, может быть, культурные различия, особенности, которые заложены в нас с самого детства. По этикету, я знаю, есть такое, что если ты приглашаешь кого-то на свидание, то платит обязательно тот, кто приглашает. То есть если я приглашаю парня или уже своего текущего парня или мужа на свидание, то должна заплатить я. В России, конечно, опять-таки эти границы смываются, в основном платит мужская половина, но я, наверное, придерживаюсь правил этикета в повседневной жизни. Но если мы говорим конкретно про первое свидание, то мне будет очень приятно, если заплатит парень, мужчина, с которым я провожу время. Напишите в комментариях, с какой из моих подруг вы согласны. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Для меня это очень важно. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!